Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 11 марта, понедельник. Есть такая в Вашингтоне шутка, у нас еще утро относительное. Вот шутка такая: «С добрым вас понедельничным утром». Сарказм заключается в том, что, как считают американцы, понедельник, утро и счастливое, хорошее — это вещи несовместимые. Ну и вообще, да, должен сказать, начиная с пятницы тут произошли довольно такие сумбурные, неоднозначные события, но все-таки давайте разбираться. Опять-таки с точки зрения осторожного оптимизма. Хотя вы же просите правды, но по мере возможности буду доводить. По мере, имея в виду, чтобы терапия не была шоковой, то есть избегая доводить правду, избегая шоков. Ну, начнем с того, что, наверное, вас больше всего расстроило, насторожило. Сбитые то ли системы «Патриот», то ли С-300 в Украине. То ли сбитые, то ли нет. Ну, начнем. Первые события были, то есть первые сообщения были достаточно сумбурные. Сначала говорили, что это, то есть в социальных сетях пошли разговоры, потом снимки появились. Говорили о том, что это патриоты, потом обратили внимание, что это, в общем, на радар похож на С-300, поэтому говорили, что это С-300. Но, в конце концов, более-менее однозначно, авторитетно заявил Forbes. Единственный до сих пор, потому что Пентагон молчит, Министерство обороны Великобритании и Германии молчат. Если вы помните, когда фейк в свое время, несколько месяцев назад, запустили из Москвы о уничтоженном там то ли Химарсе, то ли тот же Патриот, тут же было опровержение, сейчас молчат. Молчит Министерство обороны Украины. Это уже наводит на мысль на то, что что-то случилось. Весь вопрос в чем? Что случилось? Ну и определенно достаточно по этому поводу высказался Forbes о том, что речь идет как минимум о 2 уничтоженных Patriots. Непонятно, пока непонятно что. То ли полная система, то ли, скорее всего, из того, что я понял из разговоров здесь со специалистами, вероятно, речь идет вот о чем. Для применения пусковых установок Patriot приспособили в том числе и радар от С-300. Поэтому вот, может быть, так она выглядит на снимках. То есть это было нечто с радаром С-300, и предполагает, что вокруг него было 2 пусковые установки. Вот, скорее всего, что было уничтожено. Слава богу, если это так. То есть это не вся система, которая стоит порядка $400 миллионов. Это без боезапаса. А пусковая установка, они стоят около 10 миллионов каждая. Но от этого не легче, потому что есть целый ряд отягчающих или утяжеляющих обстоятельств. Первое. В один день 2 такие установки. Это, как говорят в Украине, занадто уничтожить или слишком. Причем, судя по всему, они стояли. То есть, судя по всему, враг знал их координаты. А если учесть, что за несколько дней до этого был уничтожен Хаймарс, причем, как говорят, вместе с экипажем. То есть он, видимо, был в процессе движения. Или вот-вот собирался двигаться, или вот-вот собирался, или остановился. Ну, то есть считается, что Хаймарс, учитывая его подвижность, так просто российской ракетой сбить, ну, на грани невозможного. И вдруг 3 вот подряд такие невозможные вещи, причем вот эти гибрид, что ли, С-300 радара и пусковых Патриот, они стояли, находились неподвижно. Ну и вокруг еще совпадение целых обстоятельств. Это переговоры в Стамбуле, в ходе которых, согласно поступающим оттуда неофициальным сведениям, через Эрдогана украинской стороне были переданы требования, или, скажем мягко, предложения Кремля по завершению военных действий в Украине, или, по крайней мере, приостановлению, прекращению огня.
И, судя по этим, опять-таки, неофициальным данным, эти требования, предложения включают в себя сдачу территорий, существенную сдачу территорий. Ну и чтобы вот так вот все это, то есть впечатлить, подтолкнуть к положительному решению, украинскую сторону, к положительному решению этого вопроса, возможно, и прозвучали вот эти 3 взрыва: 2 Патриот и 1 Химарс. О чем это говорит? Говорит это, по большому счету, о том, о чем мы с вами говорили, когда увольняли генерала Залужного. Ну, как мы понимаем, его уволили прежде всего потому, что он был неудобный. Кто-то там очень нервно воспринял, посчитав, что он чуть ли не политический соперник, хотя генерал никогда не высказывал свои политические амбиции, наоборот. Многие из людей, которые знали его, говорили, что он очень далек от политики. Но с моей точки зрения, самое главное заключалось в том, что некоторые люди, причем публично, выражали возмущение, что генерал не допускает, святая святых, секретов о планировании различных операций. Ну и, наверное, той же информации, что, где, когда находится. Но теперь генерала нет, его место занимает кремлевский курсант, и немедленно последовали печальные события. Авдеевку, которую до этого держали несколько месяцев, некоторые говорят 8 лет, считают, с 2014 года, Авдеевку пришлось оставить. Но это не самое главное, потому что Авдеевку, может быть, и стоило ставить еще и раньше. Но, как пишут американские, британские аналитики, отступление было неподготовленным, чуть ли не бежали, потому что запоздали с плановым нормальным отходом, не подготовились к нему. И бежали аж в глубину чуть ли не 7 километров. Бежали потому на 7 километров, что не были подготовлены укрепления оборонительные. Хотя вот, казалось бы, столько времени держалась Авдеевка. Министерство обороны, которое должно было это сделать, почему-то в голову это не пришло. Наверное, потому что у министра обороны образования, говорят, он закончил какую-то высшую военную академию, которая находилась в съемном помещении детского садика, где-то там в Киеве или в области. Вот, то есть посчитали, что не надо, только вперед, нам оборону готовиться, в отличие от, к обороне готовиться не следует. Вот, значит, Авдеевка. Ну и потом вот эти события. Я думаю, что Министерство обороны США, Великобритании, Германии внимательно изучит этот вопрос, определят, что же в конце концов привело. Ну и я боюсь, что это может повлиять на дальнейшие поставки оружия и их, самое главное, качество. Потому что если окажется, что действительно кроты, а кроты должны быть, вы понимаете, что нужно, какой должен быть крот, чтобы дать возможность российским вооруженным силам в один день уничтожить 2 установки Patriot. Ну, имеется в виду, вот там то ли 2 их было с одной, с другой стороны. Будем каждый считать. Радар, 2 пусковые установки, радар, 2 пусковая установка в один день. То есть это не какой-нибудь там Вася Пупкин, который проходил вдоль лесопосадки, увидел и тут же вражеские азбукой Морзе сообщил Министерство обороны России. Так не работает. То есть крот, он знал, что в конкретное время, в конкретном месте, по конкретным координатам будут стоять вот эти установки Patriots с радарами С-300, ну и ждать. То есть это должен быть достаточно высокий уровень. Ну, примерно то же самое касается и Хаймарсов. Там еще сложнее. То есть там должна была быть филигранная координация с агрессором, чтобы успеть нанести удар по этому Хаймарсу. То есть вот фиксируем. Был один главнокомандующий, и не было никаких потерь. Все это сменилось. Теперь планы, как это, по-моему, это самое возмущалось Безуглая, да, что нам планы не дают. Теперь получили эти планы, другую информацию и понеслась. Ну и вот вывод.
если так и дальше пойдет, то какой смысл поставлять эти же патриоты, Торусы там и так далее, если крот сидит на таком уровне и фактически ведет координацию с Москвой. То есть Москва, а в Москве, кстати, говорят, очень сложное положение. Там сообщение печати протиснуто или проплаченное через западные средства массовой информации о том, что они чуть ли не по 3,5 миллиона снарядов производят, это все фейк. Специалисты говорят, что у них большие трудности с производством боеприпасов, потому что для боеприпасов денег мало. Можно иметь много нефтяных денег, но нужны комплектующие. А рынок комплектующих, он весь под контролем сейчас находится. Вот этой коалиции Соединенные Штаты, союзники. И он более-менее прозрачный. Так вот, говорят, нет свободных ресурсов вот этих комплектующих в мире на международном рынке, который позволил бы сейчас России делать те боеприпасы, о которых пишут в газетах. То есть что-то им нужно делать. Но если у Украины есть западные союзники, которые даже в тяжелую минуту, как сейчас, мы к этому перейдем, умудряются поставлять ей боеприпасы и другую технику, то у Мордора этого нет. Даже Северная Корея отвернулась. Поэтому ему нужно как-то так побыстрее урегулировать вопрос. И вот вам, пожалуйста, значит, этот Оман уже 3, что ли, может быть, или 4, я имею в виду Стамбул. И там тоже, вы помните, Оман-1. Для того, чтобы убедить украинскую сторону в том, что то, что и говорит товарищ Патрушев, это серьезно, взяли и сбили украинский лайнер в небе над Тегераном. Но вот сейчас, чтобы подтвердить серьезность намерений и серьезность, сложность обстановки, в один день 2 системы Patriot. Печально это, господа. То есть, еще раз я повторяю, глубоко убежден, что это работает кротчатник. Кроты. Переходим ко второй теме. Не менее драматическая, но теперь из Вашингтона. В пятницу вечером было с помпой сообщено о том, что новым ко-председателем Республиканского национального комитета, то есть Национальный комитет Республиканской партии, руководство партии. Но оно, конечно, не такое, как КПСС, Политбюро. Это чисто такая формальная организация, которая только к выборам какие-то приобретает значение. Но вот это значение становится очень важным. Так вот, на должность сопредседателя была назначена Лара Трамп. Это невестка Дональда Трампа, жена его младшего сына. Такой русый он или белый, в общем, русоватый, в отличие от старшего, который брюнет. Это тот вот муж этой Лары Трамп, который называют здесь Батхед, а старшего называют Бивис. Это нам придется запомнить, потому что дальше они будут оба участвовать. Ну вот, то есть семья Трампа, это чувака, у которого 4 уголовных дела по тяжким преступлениям, 91 пункт обвинения, который уже, согласно суду, является мошенником, и определено это было, а там еще и насильником, это все было определено не просто там отдельным судом, а присяжными заседателями, то есть народ обвинил. Приобрело себе республиканскую партию. Именно, то есть я не утрирую, не преувеличиваю, потому что после этого события выступил Дональд Трамп-младший, это его старший сын, брюнет который, и который сказал после этих выборов, что старая республиканская партия, это то, что мы называли все время рейганистами, мертва, а руководством республиканская партия захватила МАГА. Вот цитата. «Я думаю, это последний удар МАГи по рейганистам в партии. Люди должны понять, что движение «Америка прежде всего» – это новая республиканская партия, которая сегодня является американским консерватизмом. Я думаю, что той старой республиканской партии, откровенно говоря, больше не существует за пределами округа Колумбия». Заметьте, это не я говорю, это вот цитата, но я бы сказал, это достаточно глупая цитата, потому что партия республиканская, как было видно из праймериз, мы это отмечали с вами, она уже расколота.
до вот пятницы уже была. Это было очевидно по тем голосам, которые отбирала Ники Хейли, сторонники, которые говорили, что в ноябре они ни в коем случае не будут голосовать за Трампа, если Хейли снимут с пробега. Ну, а теперь он еще в лицо этим рейганистам, то есть тем людям, у которых остается еще видение, понимание, что такое геополитика, у которых есть мозги, грубо говоря, и опыт какой-то политической работы. Я бы сказал, это где-то в какой-то степени интеллект партии, в отличие от вот тех, которые являются ядром мага. И вот им сказали: все, ребята, вы существуете только в рамках кольца, вот этого большого кольца вокруг Вашингтона. А что это значит? Это значит, что они никто, и зовут их никак. Потому что их-то выбирают не в Вашингтоне, округе Колумбия, а выбирают в округах. Так вот им сказали, что в округах вы уже никто. Поэтому если хотите сидеть здесь, республиканская партия, вы должны нам подчиняться. Да. Это, конечно, должно потрясти вот эту представителей старой республиканской партии. Ну и у меня есть целый ряд хороших друзей из именно рейганистского крыла республиканской партии. Они в шоке. Они еще до вот этой пятницы мне говорили, один из них говорил, ссылаясь на магу, это, говорит, болезнь. Это просто болезнь, которую надо лечить самыми серьезными мерами, потому что она погубит партию вообще. Ну, как в воду глядел. То есть сейчас, по большому счету, республиканцы в Конгрессе и прежде всего, самое главное, в Палате представителей должны принять решение, что делать. Или же они превращаются в безмолвных рабов, мальчиков на побегушках у какой-то шантропы. А это уважаемые люди. Или же они должны, восстать и заявить о своих правах. Что будет дальше, мы посмотрим. Но ситуация очень сложная. Почему я сказал, что не совсем умное заявление этого Бивиса? Потому что это вряд ли поможет Трампу на предстоящих выборах. В связи с тем, что и так значительная партия избирателей, то есть количество представителей республиканцев, скорее всего, это были или те, которые были близки к либералам, независимым. Уж наверняка все они практически были рейганистами, те, которые не были независимыми. Так вот, я не представляю, каким образом они теперь будут голосовать за Трампа после того, как сынок вот такое ему заявил в лицо всей партии. Ну и дальше я процитирую некоторые опросы общественного мнения и экспертные оценки. Ситуация в опросах общественного мнения не ахти. То есть она теперь качнулась в сторону Байдена. Дальше. Помимо этого, очень важное событие. Орбан повстречался с Трампом. И по приезде домой, выступая перед уже венгерским телевидением, он сделал важное заявление по поводу намерений Трампа в отношении Украины и вообще, как урегулировать ситуацию, войну в Украине. И Орбан нашел необходимым это все высказать. Еще так, по большому счету, можно было сделать вывод, что это и было единственным, то есть главной целью его визита. То есть зачем его вызвал Трамп к себе? Именно для того, чтобы потом транслировать через Орбана месседж Путину. Что за месседж? Значит, Орбан сказал, что Трамп очень просто собирается закончить войну в Украине. Во-первых, ни цента Украине. Америка не будет, как только он станет президентом, все. Тут же все закончилось. Он надеется, что Европа в такой ситуации не сможет взять на себя бремя ответственности и вообще, то есть оказать Украине адекватную помощь без Америки, то есть Украина лишится и европейской помощи, ну и все, надо сдаваться. Вот этот месседж. Зачем он нужен Трампу?
Ну, во-первых, у него очень скверная по-прежнему ситуация с деньгами. Он только вот получил кредит, не кредит, а гарантийное письмо, залог на 91 миллион долларов, чтобы, значит, сделать этот залог, подкрепить и иметь возможность подать на апелляцию решение гражданского суда, обязывающее его выплатить 83,5 миллиона долларов журналистке Кэрол, которую, как признал суд, он изнасиловал давно. Давно дело было, а потом еще и оклеветал. Ну ладно, 91 миллион долларов, которых у него, который кричал, что он миллиардер, у него этих денег не оказалось. Я имею в виду в ликвидной форме, которую можно положить в качестве залога. Но теперь ему нужно выплатить порядка полумиллиарда, а точнее где-то 494 миллиона долларов примерно. Это вот за решение судьи Энгорна в Нью-Йорке, который фактически признал, вернее, это не он, суд признал, присяжные, то, что Трамп-организация совершала мошеннические операции, Трамп в том числе, то есть мошенничество. Ну и как с таким багажом идти на выборы? То есть ему этот взнос нужно сделать через 2 недели фактически. То есть едва он наскреб, это 91 миллиард, я вам говорил, то есть, простите, миллион. А я вам сказал, где он нашел. Он нашел из компании, которая имеет теснейшие связи с Кремлем и с людьми, которые, как я вам рассказывал в предыдущем видео, фактически являлись долгосрочными кротами глубокого залегания, еще внедренные в Соединенные Штаты Америки во времена Андропова. Ну так вот, сможет ли теперь та же самая ЧАП внести еще полмиллиарда? Вот это большой вопрос, потому как, ну, одно дело 91 миллион, а полмиллиарда. То есть тут надо решение, хотя решение Кремля, одобрение наверняка было, когда принималось решение о выдаче залога ему, Трампу, на 91 миллион, ну а теперь уж точно это нужно. А такая сумма, полмиллиарда Трампу, то есть ему в Америке никто 91 миллион не дал, а полмиллиарда и вдруг из-за границы, с какой стати? Я думаю, что и компании ЧАБ это не совсем нужно, потому что привлекает внимание, а ей это совсем не нужно. Не нужно потому еще по одному очень щекотливому обстоятельству. Эта компания, то есть вы знаете, что с начала полномасштабной агрессии в результате санкций или напуганные санкциями, или по идеологическим соображениям, все крупные, уважающие себя западные компании уже ушли из России, там насчитывают около не менее 2000, которые ушли или вот-вот уйдут. А это остается. Причем работает она в страховании нефтяного бизнеса. Того бизнеса, который обложен по уши санкциями. И в частности, согласно этим санкциям, запрещалось западным компаниям страховать этот бизнес нефтяной в России с тем, чтобы они соблюдали вот этот потолок в $60 за баррель. То есть пока просто известно, что компания ЧАП страхует операции в нефтяном бизнесе. И сейчас разбираются, я уверен, в том, чем она занимается конкретно, потому что если еще окажется, что она помогает российским властям обходить международные санкции, ну, вы понимаете тогда, что это значит. Итак, ситуация подпорчена. Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки получает деньги от компании, которая работает в Российской Федерации, в нефтяном бизнесе, откуда Путин берет основные деньги на финансирование войны в Украине. То есть на те действия, которые, согласно Международному суду, являются преступными. За это он объявлен предъявлено ему обвинение,
как международному преступнику и выдан ордер на его арест. И вот американская компания помогает, получается, ему совершать это международное преступление. Это уже скандал. Как я сказал в предыдущем видео, это уже база для импичмента. Ну, теперь полмиллиарда. Ну вот, а ему надо позарез. Вот этот месседж к Путину. Вова, я все сделаю. Дай миллиард. Помните, как Киса, или кто это, этот самый, Уильфа и Петрова, там, дай миллион, да, дай миллион, а тут дай полмиллиарда. Вот вопрос, даст или не даст. Вот в чем вопрос. Ну и опять-таки, почему компании ЧАП не надо так по большому счету было бы светиться. То есть, видно, дали указание серьезное. Почему не надо ей светиться? Потому что Трамп, согласно мнению некоторых аналитиков, я вам говорил об этом, пытается влезть еще. То есть он парень такой настойчивый. Ему надо, чтобы Путин не только сделал его президентом, не только помог ему избежать тюрьмы и заработать какие-то деньги. Он еще хочет влезть так по большому счету в российский нефтяной бизнес, а тут и ЧАПС с большим опытом работы. Ну и желательно еще в украинский, если удастся оттяпать какую-то территорию, в украинский энергосектор. Вот, значит, получается, то есть запомните еще раз, потому что меня время от времени пишут, а вот тот-то кто-то сказал, а вот этот что-то там еще сказал. Ребята, то есть вот некоторые из вас слушают людей с известными трампистскими взглядами. Они этого не скрывают. Вот вам, ну, я вам процитировал. Да, и некоторые из них прикрываются, говорят, мы рейганисты. Вот вам человек, Трамп-младший, который руководит избирательной кампанией Трампа. Он не просто так зашел сделать заявление, он официально это говорит. Он говорит, что старой республиканской партии рейганистов больше не существует, есть только МАГА. А МАГА – это та МАГА, которая вслед за Трампом кричит «Не цента Украине». Вот такая ситуация. Поэтому, по возможности, помните это, когда опять вы услышите от сторонников Трампа, горячих сторонников Трампа, о том, что Байден слил Украину. The Hill, издание The Hill цитирует лидера демократического меньшинства в Палате представителей Джеффриса, который, вот заголовок звучит «Джеффрис. Фракция Путина в Палате представителей во главе с Трампом и Такером Карлсоном останавливает помощь Украине». И дальше лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис обвинил Трампа и Карлсона в росте антиукраинских настроений в Палате представителей, назвал эту пару фракцией Путина в республиканской партии. Вот он сделал заявление до того, буквально за несколько часов до того, как Трамп-младший сказал, что теперь уже нету там другой фракции. Уже все, республиканская партия – это МАГА. Ну, там еще есть какие-то люди, которые влияние это вот только в пределах Большого кольца. Помощь Украине задерживается в Палате представителей уже несколько месяцев, так как республиканцы отказываются принимать законопроект о расходах на помощь иностранным государствам. Ну, имеется в виду, вы знаете, каким Украина, Израиль, Тайвань. Причина, по которой они не принимают, заключается в том, что в республиканской партии существует пропутинская фракция или фракция Путина во главе с Трампом и примкнувшим к нему Карлсоном, которая блокирует это законодательство. Это была цитата. И сказал ее в интервью в программе «Лицом к нации» на канале CBS Хаким Джеффрис. Последнее. На сегодняшнее утро ситуация в Палате представителей по вопросу об Украине следующая. Сегодня должны решаться, то есть ведутся напряженная борьба. Напряженная борьба. Я вам говорил, что на прошлой неделе намечалось, что в пятницу будет открыта для подписей петиция об обхождении спикера в вопросе о помощи Украине и постановке законопроекта на голосование без его участия.
Для этого нужно набрать 218 голосов, подписантов под этой петицией. И начало этому, то есть петиция в пятницу, как и было анонсировано, она была готова. Но по состоянию на утро понедельника, сегодняшнего дня, она не была еще открыта для подписания. Вот очень надеюсь, что она будет открыта, и что подписание начнется и состоится. Потому что, опять-таки, вот это идиотское заявление, я считаю, Трампа-младшего о том, что рейганистов партии республиканской, рейганистов больше нет, оно заставляет их принять решение. То есть или они никем, как это писал классик российской литературы, или они тварь дрожащая, или право имеют. То есть они, это серьезные, это не шпана, серьезные люди, должны, думаю, в ближайшие дни принять решение. И если они его примут, то тогда ситуация в помощи Украине может быстро и кардинально измениться. Потому что этих маговцев, их меньшинство. И уже Джеффрис, лидер демократов, он говорил, что если бы Джонсон взял на себя ответственность, проявил мужество и поставил на голосование этот вопрос, и потом захотели бы его снять маговцы, трамписты ярые, то демократы бы проголосовали на его стороне и не дали бы маговцам его снять. То есть тогда бы образовалась какая-то коалиция двупартийная здравомыслящих людей. И если это произойдет, то это должно произойти достаточно скоро. То есть я не думаю, что это будет тянуться, потому что предвыборная кампания, она вступила в горячую фазу. Тут уже идет, извините за выражение, мордобой. Уже не до сантиментов. Особенно после обращения Байдена к нации, после которого его рейтинг взлетел на 17%, и на вопрос, при каком президенте потенциальном следующем вы считаете, Америка будет развиваться в правильном направлении, 62 или нет, или 67, ну, в общем, короче говоря, по-моему, 42 сказали при Трампе, на 17% сказали, больше сказали за Байдена. Потом последовали вот буквально на днях 2 последних опроса общественного мнения, которые свидетельствуют, кстати, они были проведены еще до вот этого обращения Байдена к нации. И тем не менее, уже даже не принимая этот фактор во внимание, Байден уже опережал Трампа. Опережал, потому что экономика. Экономика, как это ни крути, как там пальцами веером не размахивай, она сейчас в лучшей ситуации по важнейшим параметрам, чем когда-либо была. Как страна, вот сейчас оценивается экономическое состояние стран по скорости и показателям их выхода из пандемии, из ковида. Так вот, Америка занимает первое место в мире. Ну и вот, значит, последние 2 опроса общественного мнения показывают, что Байден не намного, но опережает, там где-то 2, чуть-чуть больше процента Трампа. Но, это повторяю, это еще до его выступления в Конгрессе. А вот есть такой профессор, я вам сейчас расскажу интересно, профессор американского университета Алан Лихтман. Уникальный человек, уникален он тем, что с 1984 года он не ошибся ни в одном из своих предсказаний. Вот как он говорил, так и избирали. Это началось еще со времен Рейгана. Он оценивает шансы, делает свои прогнозы не на основе опросов общественного мнения. Он разработал то, что он назвал ключи или вопросы. И в зависимости от ответа на этот вопрос, их 13 штук, в зависимости от того, как отвечаешь на этот вопрос по ситуации в различных сферах, делается вывод о том, кто будет. Ну, какие там? Там, допустим, такие. Были ли успехи во внешней политике у человека, который занимает сейчас должность президента? Один вопрос. Второй. Были ли провалы во внешней политике? Третий. Были ли скандалы? Четвертый. Были ли военные поражения, допустим, или победы там, и так далее.
Является он харизматическим, не является харизматическим. Так вот, буквально 5 дней назад профессор, выступая, заявил в интервью, что Байден может абсолютно победить на выборах в Соединенных Штатах Америки. Повторяю, этот человек не ошибся ни одного раза с 1984 года. Сейчас вот его ключи выглядят следующим образом. То есть их 13, как я вам сказал. Байден лидирует в 4 ключах, Трамп в 2. 7 еще не определились. Но профессор считает, что у Трампа меньше шансов вот в этих оставшихся 7, то есть получить в них преимущество. Ну, посмотрим, как там будет, не будет. Тем не менее, я думаю, что вот это решение, которое было принято по смене руководства Национального комитета Республиканской партии, и радость Трампа-младшего, и такое заявление в адрес старших соратников по партии может сделать эту победу Ларри Трамп на первой. Еще есть вариант, еще один вариант появился, который сейчас в кулуарах пока обсуждают, не вынося это так на широкую публику. Ники Хейли. Идут разговоры о том, что она может выдвинуть свою кандидатуру как независимой. Вот это возможно. Потому что денег в нее вложили несметное количество, как вы понимаете. И еще их осталось несметное количество. То есть у нее сейчас денег чуть ли не больше, чем у Трампа. У Трампа плохо. В него не вкладывают деньги. Бизнес, большой бизнес в него не верит. То есть он не нашел людей, которые помогли бы ему собрать внутри Америки 91 миллион долларов. Ну и раз в Хейли сделали такую инвестицию, она является инвестицией. Возможен будет и вариант. Но, значит, минусом, с одной стороны, вроде звучит интересно, но с другой стороны, как говорят эксперты, американская политическая система построена таким образом, чтобы вот эти 2 партии, демократическая, республиканская, имели обязательно привилегии. И чтобы представители независимой волны политической, как бы так чтобы их не занесло наверх политического Олимпа. То есть отцы-основатели сделали там определенные сдержки и противовесы, чтобы шальной парень не оказался на президентской должности. Вот они старались, думали, а что вот такой шальной парень окажется, да, и поставит на рога всю страну. Как-то так у них они не предусмотрели. Хотя интересно сейчас, вот кто-то мне пишет, тут вся страна за Трампа. Это зависит от того, где вы живете. Я здесь вот вокруг себя, я не вижу таких людей. Вернее, есть. Вот я хожу на стрельбище, там вот тренируются у нас эти менты, которых набирают только туда. Вот те, да, те все трамписты. А так, государственных служащих, научных работников, которых я знаю, врачи, айтишники, я как-то так не наблюдаю за ними, среди них сторонников Трампа. Но не только я, потому что, повторяю, деньги ему не дают деньги. Ну и последнее время, поскольку уже предвыборная кампания вошла в горячую фазу, начали выступать люди, которые тесно работали с Трампом под его руководством. Это в той администрации, где он был президентом. Джон Болтон отмечает, это бывший советник по национальной безопасности, влиятельный человек, который, значит, знает, что думает Трамп в области внешней политики. Он говорит, что он опасен с точки зрения национальной, простите за тавтологию, с точки зрения национальной безопасности. Это опасный человек, потому что он зависим. Он имел в виду его долги. Ну, больше миллиарда, больше сложности. Это опять-таки занадто, но это слишком. Причем, получается, иностранным источникам. Причем получается, что иностранные источники крайне сомнительны. Кстати, еще вам не рассказал, вот это же Гринберг. Оказывается, семейство Гринберга, у них судьба как-то складывалась, как у Трампа очень.
В свое время, до того, как он еще не связал свою судьбу, Гринберг-старший, Моррис, не связал свою судьбу с Россией, и вернее тогда еще, да, с Россией, то есть первая попытка его была сделана в 92 году, и он установил контакт с Россией. А до этого он в Нью-Йорк, он был нью-йоркским бизнесменом, попался на мошенничестве. Судебный процесс длился, вообще прения, вся эта галиматья длилась несколько лет, в результате которой он потерял по приговору суда 90% своего состояния. И из 3,5 миллиардов оно сократилось до 350 миллионов. Ну вот, а потом, значит, его занесло туда. То есть тот мошенник, этот мошенник. Ну вот и Болтон говорит, а кто там за ним стоит? И про Саймса они многие знали, слышали. То есть получается, это серьезная зависимость. Ну нельзя человека зависимого. То есть с такими данными не возьму даже на низшую должность, скажем, в ЦРУ или ФБР. Потому что вот у меня тут приходили ко мне недавно люди, опрашивали. Здесь есть такая форма работы, если кого-то берут на секретную работу в госаппарат. Большая работа по изучению проводится, даже к соседям заходят, ко мне вот тоже пришли и спрашивают, насчет соседки спрашивали, как она тут, не пьет ли, не курит, наркотиками не балуется, вы ничего не замечали? Ну, смешные вопросы они задавали. То есть, если у человека финансовая зависимость, то его в ФБР на самую низкую должность секретаршей не возьмут, не говоря уже о ЦРУ. Да и в полицию, да не возьму даже ни в одну работу, которая связана с какой-то ответственностью или с допуском чувствительной информации. Тут на должность президента более полумиллиарда. Полумиллиарда, приговор суда, деньги берет черт знает откуда. Короче говоря, извините, Джон Болтон сказал, этот человек опасен с точки зрения национальной безопасности. Простите. И с большим интервью выступил генерал Келли, генерал корпуса морской пехоты, который дольше всех умудрился проработать с Трампом. Остальные он там менял 17 человек. Всего он поменял за свое президентство. Такого не было ни у кого. Это было просто сумбур какой-то, галиматья в кадровой системе Белого дома. А он дольше всех проработал, около 2 лет, дал пространное интервью, разнес его в пух и прах. То есть человек безбашенный, ничего не понимает, думает только о себе. Это главный критерий принятия его решений. На страну наплевать, на всех ему наплевать, абсолютно на всех. Чувства достоинства или патриотизма нет. Люди, которые погибли, защищая Соединенные Штаты, это для него неудачники или удаки, скажем так, потому что для них в этом было, за что они погибли, с недоумением спрашивал он. Короче говоря, описали его как ужасным человеком. Келли, 2 года бывший начальником аппарата Белого дома при Байдене, при Трампе. Это вот американский Ермак. Ну, так, формально, естественно. Не де-факто, а только формально. Потому что де-факто у него неизмеримо было меньше полномочий, чем де-факто у Ермака. Так вот, он закончил свое выступление словами «Спаси нас, Бог, от этого человека». Ну, на Бога надейся, сам не плашай. Поэтому вот интересная новость. Я вам рассказывал в одном из предыдущих видео, что как только Швеция присоединилась к НАТО, были проведены первые учения. F-35, суперистребитель 5-го поколения, провел тренировки со шведскими райпанами по посадке взлета с шоссейных дорог в Финляндии, поближе, так сказать, к северной столице. Ну и вот вчера поступило интересное сообщение. F-35 сертифицирован для использования для нанесения ядерного удара. Он может нести ракеты с ядерными боеголовками. Сделали все необходимые приспособления. И, как отмечают, это первый истребитель, который может наносить ядерный удар. Ну, какой ядерный удар? Тоже вспоминаются боеголовки Б-61-12, которые месяца 1,5, что ли, 2, были завезены из Америки в Великобританию.
И вот интересно, да, вступление Швеции, тут же проводятся учения, и буквально через пару дней заявляется о том, что они сертифицированы. Это последовало после того, как были опубликованы, опять это утечки, я уверен, это намеренные утечки о том, что в 2022 году Путин там рассматривал реально вопрос о применении ядерного оружия на территории Украины. Ну, он рассматривал это все так пальцами в воздухе. А вот то, что F-35 может взлететь с шоссейной дороги где-нибудь там неподалеку от Хельсинки, и 2 минуты, и все, и нет северной столицы. Ну и, наконец, Таурус, наболевший вопрос. Закончились переговоры. Сегодня, по-моему, они должны закончиться между представителями Великобритании и Германии. Проходили они в Германии по поводу возможности следующей операции. Ее называли кольцевой операцией. То есть Германия передает Таурусы Великобритании, а Великобритания поставляет Storm Shadow в Украину. То есть союзники намерены расстроить и предпринять ряд конкретных действий, чтобы расстроить планы Путина, Трампа, магии и так далее. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшний выпуск. Как всегда, слава Украине и вооруженных силах. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. Вчера, напоследок, на пасашок, как говорится, вчера разговаривал с бывшим высокопоставленным членом администрации Рейгана, причем он работал в силовом блоке, военно-политическом. Рассказывали теперь уже сложные ситуации, так сказать, внешний фронт, внутренний, крольчатник. И он сказал, говорит, уникальная страна Украина, она непобедима. Потому что ни одна страна в мире в такой ситуации, как сейчас находится Украина, имея в виду враг внешний, крольчатник внутри, любая другая страна уже бы прекратила свое существование. Но Украина, говорит, она непобедима, она победит. Вот, дорогие друзья, поэтому это у меня гранатовый сок. Помните фильм «Подвиг разведчика»? За нашу победу, дорогие друзья. До новых скорых встреч.